Сегодня тот день, которого мы ждали 3 года. 3 года, как мы живем в Польше, и все мигранты ждут этот день, и наконец-то он настал! Ура! Сейчас хотим в пару словах рассказать, как хотела сказать, мы получили сталый побыт, но пока что только Влад получил сталый побыт. У тебя еще все впереди. Да, возможно, многим будет интересно. Расскажем, да, сколько вообще мы ждали и как это было, сложно, несложно. Ну давай с самого начала, когда мы подались вообще, когда ты подался на сталый побыт? Мы подались в феврале 22 года во Вроцлаве именно. Наши документы сразу приняли, получили печать, так мы подавались не по почте, а лично. Прождали мы почти 2,5 года, и ничего не менялось. Каждый месяц я звонил. То есть мы подались, когда только приехали в Польшу, получается, практически? Ну, практически, да, практически, потому что там вначале регистрируешься, потом только подаешься, время пришло. Прождали мы 2,5 года, ничего не двигалось вообще. Каждый месяц я звонил, уточнял по делу. Сказали, ждите, 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 ждите. Да, стандартный ответ, наверное, всех. В итоге мы взяли прошлым летом юриста. Обратились к юристу? Да, обратились мы к юристу, юрист-поляк, потому что мы рассматривали еще варианты, но обратившись к нашим ребятам, они по деньгам хотели в 2 раза больше. Да, выходило дешевле с поляком. И плюс поляк брал предоплату, а потом только половину сейчас, половину в конце. И окей, нас все устроило. Через 2 недели нам звоночек, говорят, что так и так, Владислав, добро пожаловать на собеседование. Через 2 недели вроде у вас собеседование. Буквально мы не знаем, это совпадение или реально юрист помог, потому что он был вхож. Он раньше работал в этом Уженде, да, поэтому сейчас он ушел. И пригласили на собеседование, да? Да, так как у меня нет карты поляка, мне нужно было сдавать собеседование. Сколько времени до самого собеседования у тебя было на подготовку? Немного. 2 недели, немного. Они вначале говорили 3 недели, а потом сдвинули опять на неделю меньше, стало 2 недели. 2 недели на подготовку. Да, но 2 недели таких вот днем и ночью подготовки. И в работе, и везде, и днем, и телевизор. Да, Влад готовился, были вопросы, да, и которые... Да, он нам дал вопросы основные, которые должны быть, ну а дальше, естественно, сам уже готовился. Много вопросов? Примерно штук сколько? Может 30. 30 примерно вопросов. 30. То есть, ну, они широкие, то есть объемные. Один из вопросов, да, это знаны поляки. То есть каких ты знаешь знаных поляков. Ты пошел на собеседование, сдал собеседование, уже как проходило собеседование не будем рассказывать, да, просто... Ну, примерно час 20. Заняло собеседование, да. А после собеседования уже ты ждал что? Децизию? Как закончилось собеседование, я спросил, прошел ли я, не прошел. Сказали, все, я на все вопросы ответил, кроме одного. Надо было колядку рассказать, я, коленду не смог этого сделать. Она сказала, ничего страшного, так, все окей. Дальше передаем документы на проверку именно документа. Вот. И спустя 2 месяца мне пришла децизия. Вначале в личный кабинет, и через еще 3 дня пришла в бумажном носителе домой. И через 2 месяца спустя после собеседования? Да, 2 месяца после собеседования. И еще спустя 4 месяца после децизии пришла смс-ка на отбор карты. Да, то есть в сумме где-то 6 месяцев с момента собеседования мы получили карту, да? Ты получил карту? Да. Вот, мы вставим кадры, как мы получали саму карту, сам пластик. Wizję swoją przy sobie, czy nie? А mam elektroniczną. Mogę pokazać. Ja systemie zobaczę. Tak, no. Tam jeszcze od 14 października na pewno, tak. Nie zapomnieć swego Tak. Ale Aha. jakby pan miał pan na paszporcie wpisaną dziewczynkę, prawda? Jak pan będzie, to proszę podejść tu i pokazać się. Okej, oczywiście. Zobaczyć, czy karta jest zabrimowana. No, ale przyszła смс-а около miesiąca temu tam. В сумме у нас получилось от момента подачи и до отбора карты вышло 3 года.
Ну, благодаря юристу. Да, благодаря юристу. Если бы не юрист, может быть, мы еще ждали бы. 5 лет. Не знаем. А кто-то, я слышала, реально ждет 5 лет и даже не, ну, даже вообще ничего. На Ну, данном то есть этапе у нас карта, децизии, получается, ничего. сталый побыт выдали, он, ну, как, Сталый жизненно, что побыт ли, только навсегда. Владу выдали. Да, а карта меняется раз в 10 лет. Вот. И Так. что? Ну и спустя После, год. после того, как вот ты получил карту сталого побыта, пластик, да, спустя сколько можно, спустя какое время можно податься на гражданство? Ну, в моем случае, учитывая, что это были по корням, ведь он сталый побыт, то через год. То есть от момента децизии, Податься не на- от карты, через год я могу, это минимальный срок, который я могу податься уже на гражданство. А если бы было не по корням, например, сталый побыт, то То там срок 3, дольше? 3 вроде бы. года. 3 или 2, я уже честно не помню, но точно не год, это самый минимальный. А мы сейчас, получается, сталый побыт только у Влада, уже пластик есть. Я в ожидании пластика часовый побыт. У детей уже есть. У Адряшки уже есть часовый, у Миланы, у Миланы, у Димы тоже есть. Только я одна, без Но карты так пока получилось что. долго уже не потому, что им нужно было дождаться, пока выдадут мне сталый побыт. На основании моего сталого уже делали Жене часовый. Но у меня уже есть децизия и... Ну вот-вот, буквально, я думаю, что месяц, Будет пластик. максимум 2, и уже будет пластик, и все, и мы теперь все будем официально с карточками. Ну что, вы можете в комментариях поздравить Влада с картой сталого побыта, именно с пластиком, который уже на руках. И, возможно, совсем скоро вы сможете поздравить и меня, я очень этого жду. Пока что я единственная без пластика. Но на этом мое видео закончилось. Надеюсь, оно было вам интересным, возможно, даже полезным, если вы тоже ждете сталый побыт или планируете на него подаваться. Пока-пока.